Одними из главных социальных лифтов в мире являются образование и воинская служба. Так сложилось, что это лучшие дорожки для тех, кто начинает с нуля, а бегство в защищенный Стрэнджервиль из заброшки с призраками на окраине Честно-Стриджа, в котором тебя ограбили, вполне себе начало с нуля, я бы сказал. Хорошо, что нам дали пожить в трейлере пропавшего конспиролога, и сегодня мы его под себя прокачаем. Может, нам и не нужна дорогая мебель. Ну и не то, чтобы я мог себе ее позволить, конечно. Кстати, нам это Маша и ее дочери Оливии. Угадай, кто сегодня займется образованием, а кто начинает военную карьеру. А я пока обозначу дополнительную цель на сегодня. Вот эта приставка для игры в космических монстров. Оливия их просто обожает, но у нас не то, что денег на приставку нет, у нас нет лишних денег на карточки для этой игры. И, собственно, я думаю, мы можем пойти работать в военной сейчас. Да, Маша продавщица, но это верх карьерной стремянки из 3 ступеней. Нам нужно развиваться. И я думаю, что именно военная карьера лучший вариант, во-первых, для Стрэнджервилля, во-вторых, для сильной матери-одиночки, которая решительно хочет... Ух ты, быть опорой и защитой своему ребенку, хотела сказать. Нам тут предлагают ежедневное задание. Бегать на беговой дорожке. А давай, поедем, наверное, тогда в соседний городок. Там выполним это задание. Должно дать нам буст продуктивности, когда мы пойдем на работу. Может, даже в первый же рабочий день мы перейдем на следующую ступень. И да, прям с головой нырнем в эту карьеру, показав причастность к всему, что происходит в Стрэнджервилле. Благодарность жителям, которые хорошо нас приняли. Я бы сказал, что правда хорошо приняли. Супер. Оливия тоже все более социально, кстати. Оценки все лучше, со школьниками знакомиться. Получается как раз на темах, которые интересуют всех. Это компьютерные игры, все эти космические монстры. Поэтому нам нужны эти карточки. Я думаю, первую зарплату Маши будем спускать именно на них. Оп, не смотрите туда. Все-таки у этих двоих особенная связь. Ну и то, что мы скаут, тоже очень сильно помогает. Осталось 3 нашивки, которые получить довольно легко. Просто, во-первых, набираем стакан воды, отказываемся от него и потом моем. Нашивка. Осталось всего 2, и здесь нет быстрых путей. В мастерстве всего лишь нужно рисовать и рисовать. Это без проблем. Нам бы на самом деле другие навыки развивать, именно интеллект. Потому что, да, я говорил про образование, я постараюсь сегодня сделать так, чтобы максимально приблизиться к стипендиям и престижной программе по информатике. Мы будем техническим специалистом. И если программирование ребенку недоступно, то роботостроение, кажется, открывается после 10 уровня интеллекта. Да, здесь бы нам сосредоточиться посильнее. И знаешь, перед сном мы можем получить последнюю нашивку, которая отлично вписывается в Машу, которая у нас танц-машина. Да, видишь, она танцует при любом удобном случае. Возьмем какой-нибудь дешевый магнитофон, хотя у нас каждая копейка сейчас на счету. Ну да ладно, не все же нам выживать. В конце концов, жизнь разворачивается очень неплохо. Так что танцы. Ух, это еще и моторику улучшает. Слушай, Оливия пока двигается получше, чем ее мама танцмашина. Только вот нашивку мы никак не можем получить. А в чем дело? А, когда я завершаю танец, она работает. Окей, у нас, кажется, есть быстрый способ получить эту нашивку. А, нет. Подожди, нужно какое-то время вытанцевать. Окей. А если так? Нет. Сколько тебе нужно танцевать? Не забываем весь мусор разбирать на детали. Может быть, сейчас перед сном и начнем прокачивать все, что у нас здесь есть. Плиту с холодильником, наверное, нужно будет заменить. Хотя они, кажется, не дают минусов. Вот эта мойка точно минусов не дает. И мы можем поставить прочные экраны. Это довольно простое улучшение, но позволит нам прокачать механику, а это важно для того, чтобы улучшать дальше. Кровати, например. Вот это будет очень важно. Моторика все качается, улучшения производятся, нашивочка все ближе. Можем еще что-то улучшить. Да, автоматический дозатор. Отлично. Раковина станет нашим первым проектом. Звучит не очень амбициозно, я понимаю, но амбиции есть. Обучение в Европе, переезд на Тартозу, виноградники, мы помним, за что работаем. Ну и нашивочки все ближе. Да все равно что-то устало. Нам нужны все нашивки. Это укнется в будущем просто прекрасно. Поэтому не халтурь, танцуй. Вот так. И знаешь, меня радует, что каждый проходящий считает своим долгом пнуть мусорку, потому что тогда мусор вываливается, и нет, не убирай его, нет. Я только хотела сказать, что у нас есть куча разных куч мусора, из которых мы можем получить детали. Она взяла, все смешала в одну, теперь у нас не 3 кучи с деталями, а одна. Черт, в 3 раза меньше деталей на ровном месте. Звучит отстойно. И знаешь, мне нравится, что у нас место для еды вот здесь, в своем дворике. Прям приятнее начинать свои дни. Особенно такие, как этот. Первый на новой работе. И вау, мы собрали все нашивки. Да, ни одной не осталось. Это значит, что мы теперь Лама Рок.
И получаем черту характера талантливый скаут. Теперь навыки осваиваются быстрее, и нам пипец как нужен интеллект. Вроде бы играть в шахматы и качать не только логику, но и интеллект, так как это детский навык. Еп, так и есть. Даже оба щита. Черт, черт. Черт, у меня прям нехорошие флешбеки. Я правда думал купить сегодня дочке приставку для игры в ее любимых космических монстров. Может быть, даже пару паков карточек. Чертовы счета. Зато на службе никаких проблем. Мы с легкостью пробиваем продуктивность и получаем повышение. Так что эти самые счета не должны стать проблемой дальше, потому как какие-то деньги, в принципе, есть. Черт, лучше бы ребенку на космических монстров потратил. Ну ладно, видимо, не судьба. Помаршируем. Да, это наше ежедневное задание как военного. Вот так ходите. Ну и фитнесом нужно заняться, потому что повышаться хочется. Пока что даже счета даются нам с трудом. Нифига ты далеко ушла. Я думал, она будет по участку маршировать, а она просто ходит вот так по дому. Она нужна мне для того, чтобы помочь с домашкой Оливии. Потому как эту самую домашку нужно сделать, будучи внимательной. А именно помощь — очень хороший способ заставить ребенка быть внимательным. Но сначала поборем жуткий дискомфорт. И знаешь, так как Маша сейчас полностью будет сконцентрирована на работе и добывании финансов, все хозяйство придется взять на себя Оливии. Здесь, наверное, и возникают первые мысли о том, что было бы прекрасно иметь каких-нибудь роботов-помощников, потому что самой и посуду мыть, и сад пропалывать, и не забывать развиваться, ведь нам нужно работать над тем, чтобы в будущем получить стипендии. Как понимаешь, довольно дискомфортно. Хотя вот копание в грядках повышает интеллект. Да, 9 уровень. И да, Оливия просто сидит в Симпедии, потому что новые знания нужно получать. Опять же, мы качаем интеллект, мы любим технические штучки. Нужно дождаться, пока мама выйдет из душа, и тогда попросите помочь с домашкой, потому что мне правда хочется двигаться дальше по этой жизненной цели. Она пипецки нам нужна из-за бонуса, который дает умственную одаренность. А еще в школе нам дали проект, и это здорово. Они так-то по $100 стоят. Это шанс и еще немножечко прокачаться. Есть. Видишь, помощь делает Оливию внимательнее. Первое из двух. Делаем дополнительное задание. Тоже с помощью мамы. Кстати, дополнительные задания помогают прокачать интеллект. Прекрасно. Слушай, отлично все наладилось. В принципе, 3-я серия сезона. Наверное, это одно из самых долгих детств во всем Нацубери. Но вот так вот я решил в этот раз сделать. Вроде бы вам даже нравится. Вы писали, что да. Напишите, если нет. Напишите, если да. Обратная связь, понимаете, это важно. Мы в телеге постоянно с вами на связи. И у меня есть такая идейка. Довольно манипулятивная, может быть. Но я правда уверен, что вам сильно понравится в телеге. Поэтому смотрите. До конца июня, если там наберется 25 тысяч человек, то и весь август тоже будет месяцем Нацубери. Я просто уверен, что вам нужно заценить. У нас там отдельные конкурсы происходят, интерактивы, общение, куча полезного, куча жизненного. Короче, кайфово. Мне очень нравится сообщество, которое создается, и я думаю, что вы реально не пожалеете, если действительно зацените. QR-код, ссылка в описании, ты знаешь, как это работает. И что у нас? Дополнительная домашка. Давай быстрее ее делай, я хочу завершить этот этап жизненной цели. Найс, и двинуться к следующему. Как видишь, он не должен стать проблемой. Проблемой является скорее то, что сейчас 2 часа ночи. Прокачка, а вот ребенку надо спать. Маша, тебе тоже надо спать. Я понимаю, что голодна. Ладно, ночной дожор — это 0% осуждения, 100% понимания, но потом спать. Мы по карьерной лестнице двигаемся дальше. У нас есть все предпосылки к этому. Маша реально становится крутым военным. Оливии бы в это время продвинуться по своим задачам, но нет, нужно ухаживать за садом. Вот бы действительно наизобретать роботов-помощников, да? И знаешь что? До школы еще целый час. Мы закончили все бытовые дела. Супер, развлекаемся с зельями эмоций, намешиваем всякую ерунду, еще и логику качаем. Вообще просто восхитительный ребенок. Посмотри на этот интеллект. Готово, хотел я сказать, но закончился процесс приготовления. Подождите одну секундочку, небольшая заминка. Вот сейчас готово. Повышение Маша, к сожалению, не получает, а значит нет и премии. А значит нам нечем платить по счетам. А у нас свет отключат через 24 часа. А подобное мы уже проходили, и чё-то как-то не хочется. Медальки — это, конечно, здорово, но платить нам чем? Какой острый социальный комментарий дает эта игра. Ну, хоть Оливия теперь отличится. А это значит, что мы делаем одно последнее зелье эмоций, и жизненная цель выполнена. Благодаря тому, как она проводит детство, у нее теперь есть умственная одаренность. Что за проект нам дали? Какие навыки он качает? Нам бы робототехнику на самом деле. Это что-то с химией связано. Да, это просто логика. Не слишком нужная для нас вещь. Маша, хватит танцевать. А то опять придут за имуществом. Нам бы пораспродавать какие-то вещи, может быть. Но мне так не хочется трогать эти кактусы, этих садовых гномов. Оно выглядит здорово и как-то
Но это несправедливо будет, нет? Слишком по-симсовски. Если вы заметили, этот сезон у нас куда более реалистичный. Я решил вот такое попробовать. Хотя, казалось бы, я попробовал весь контент, который есть в этой игре, еще на марафоне. Да, я реально за 40 стримов прошел вообще все, что есть в Sims. Это открытый плейлист. Ссылка на него есть в описании, я оставлю, вдруг вы не видели. Было просто восхитительно. А вы думали, я сейчас начну рассказывать, что прохождение 18+ без цензуры есть на Бусти и в спонсорке? Про все эти сотни записей стримов, дополнительных видосов, как со спонсорами закрытый чат есть, они видосы видят раньше или в титры попадают, и что ссылка на все это великолепие в описании. Нет, сегодня рассказывать об этом не буду. Давай лучше вот эти книжки нафиг. Теперь у нас должны быть деньги для оплаты счетов. Хотел я сказать, но их нет. Я думаю, пришло время избавиться от одного большого слона в посудной лавке, которого мы все не могли не замечать. Вот это странная установка, которой мы не пользуемся, доставшаяся от пропавшего конспиролога. Я думаю, военным, с которыми мы теперь работаем, это может быть полезно. Вау! За эту инфу и оборудование какие-то деньги нам дают. Мы теперь можем оплатить счета. Есть! Помогаем дочери с домашкой. Супер! И давай отвезем ее в библиотеку. Ну, как отвезем? Она через дорогу. Здесь нас волнуют книжки. В особенности 2. И их тут нет. Что с библиотекой, которая не дает книжки с навыками? Окей, в местной нет, поэтому в соседний город условно едем на автобусе, чтобы попасть в библиотеку побольше. И уже здесь ищем... Эй, а где? Вот, все супер, кажется, так лучше. Нам нужны, говорю это уже 3-й или 4-й раз. Короче, все, что связано с питомцами и дрессировкой, это для стипендий. И роботостроение пытаюсь я найти. Пока не похоже на то. Нет, во всех других точно такой же набор книг. Что ж, отстой, конечно. Значит, мы программированием и прочими техническими штуковинами займемся уже позже. А пока... Наверное, ребенок заслужил поиграть. Мы хорошо, мне кажется, провели эту серию, но это вы решаете, а не я. Я сейчас дам Оливии поиграть в ее любимых космических монстров, хотя бы на компе. Получу повышение, а на деньги с премией мы можем затариться. И вот этой штукой для игры в космических монстров, как раз в освободившееся пространство, ее поставим. И, собственно, карточки. На них нам тоже более чем хватает. И после покупки 10 комплектов какие-то деньги еще остаются. Главное, в выгорание не скатиться. Но с выгоранием хорошо помогает йога. Не знаю, поможет ли нам, или точнее, хватит ли, это наша проблема побольше, на коврик для йоги, потому что это лучший способ избежать выгорания. Ух ты, он совсем недорогой. Идеально. Ты представляешь себе этот сюрприз для ребенка? Говорим, не-не-не-не, пока не заходи домой, нужно там клубнику собрать, вот это вот все. Да, и прополоть не забудь. И знаешь, душ очень кстати сломался. Мы при ремонте ведь получаем детали, а у меня как раз на детали особо денег не было. Косячно то, что занимаясь ремонтом, мы интеллектуально нагружаемся, что приближает нас к выгоранию. Это плохо. Но если мы не выгорим во время ремонта, то йога нам поможет. И да, радуем Оливию. Давай быстрее собирай. И иди сюда. Да, это штука для игры в космических монстров. И 10 комплектов карточек. На, сиди, открывай. О, да. Сколько нового мы сейчас получим. И я в следующем выпуске хочу полностью сосредоточиться на игре в эту игру. Чтобы мы могли играть в игру, пока играем в игру. Понимаете? Потому что я реально нигде статей не нашел. Что с этим делать вообще? А у нас... Подожди, можно тренировать космического монстра? Короче, следующий выпуск про это. Сейчас у нас история продолжается. Мы находим все больше друзей в школе. Становится все более популярной. Опять же, скаутская тема позволяет еще знакомиться с людьми. И у нас есть почти целая неделя на изучение. Один фиг до подростка нам толком делать нечего. Я не думаю, что буду сильно углубляться в другие жизненные цели. Ну и в целом, знаешь, заниматься прокачкой всего и вся. Я делал это кучу раз. Сейчас куда больше сосредоточенность на истории. Роллплеи такие, знаешь, самоограничениями и прочим. Нравится ли вам такой стиль больше? Вот что интересно. Потому что много подсказок, как мне казалось, я всегда давал, и вроде бы это прикольная часть. Сейчас пытаюсь все это балансировать. Опять же, обратная связь, пожалуйста, молю. А сейчас только хочу сказать, что вижу все те вопросы о том, что, о, может быть, Марио тоже подстроил свою смерть, это инсценировка. Не, ребят, делать один и тот же ход 2 раза было бы признаком творческой импотенции. Поэтому Марио умер. Все, он мертв. Он боролся против коррупции в Сан-Мишуно и против банд. И, естественно, все эти ребята, загнанные в угол, потому как получалось у него успешно, были крайне недовольны, за что и поплатился жизнью. Но коллеги закончили дело, поэтому Сан-Мишуно, я говорил 2 выпусками раньше, стал самым безопасным мегаполисом в Sims 4. А Маша была вынуждена бежать, а не обращаться к Берри, мол, эй, тут похоже ребенок от одного из ваших, потому что
На Берри на самих было совершено нападение, фамильный особняк уничтожен. Да и вокруг что самих Берри, что в частности Марио всегда вращалась толпа фальшивых друзей еще со школы. Можете либо пересмотреть весь предыдущий сезон сначала, или, если вам интересно, а где в Стрэнджервилле материнское растение, почему ты не проходишь эту историю, я прошел ее уже здесь. Большое спасибо тем, кто особенно поддерживает канал. Пока.